Всем привет! Ну что, в третий раз я участвую в подгорецком забеге «Миллениум», который называется в честь моста тысячелетия. «Миллениум» забег. Первый раз я бегал полумарафон 3 года назад, получается. Пробежал по 4 минутки на километр в темпе. Затем я бежал марафон. Тоже пробежал в темпе 4 минуты на километр. Забавно, кстати говоря. И сегодня... слушайте, по сравнению с так амбициозной целью. Марафон тоже по 4 пробежать надо. Завтра буду пробовать по 3:30. Тоже, конечно, вопрос, получится это или нет, но план есть. Форма вроде тоже есть. 5-ку сбегал, 30-ку сбегал, марафон сбегал. Поэтому идем сейчас приузмить стартная кеса. И все. Надеюсь, машину пока не эвакуируют. И побежим. Погодка хорошая. Должно быть тепло. Вроде все складывается, но посмотрим, как получится. Идем на регистрацию. Интересно, что даже девушки на регистрации каждый год одни и те же. Я уже в целом-то их лица запомнил. Получаем стартовый пакет и идем дальше. Обзор пакета скудный. Вообще, это все, что было в этом пакете. Даже сумочки не было. Может, потому что я поздно регистрировался, не знаю. Ни футболки, ничего. Ну и завтрак. Овсянка с яблоками. Немного семечек тыквенных и не только. Кофе. Добавил меда немножко. Ну и идем на старт. Ну что, доброе утро. На улице градусов, наверное, в 5-7. Прохладненько, но солнышко светит, будет тепло. В DC должно сейчас быть все 14 градусов. Но прохладненько. Вот, идем на точку старта. Гели, датчик, майка. Бегу в майке, рукавах. Ну, дай бог, все получится. Очень много моих подопечных сегодня бежит, кстати. Кто 10, кто 21 тоже. В Подгорице вот такая атмосфера. Тепло. Ну как тепло? Относительно. Тут мы настраиваемся с моими ребятами, которые у меня занимаются на старт. Последние какие-то рекомендации. На самом деле у каждого свои целевые указания на старт. Они были написаны заранее, конечно. Ну и у каждого своя задача. 2 человека бегут 10 километров и 3 человека бегут 21. Все, мы на старт. Кстати говоря, вот здесь я убегаю уже на старт и пробую сделать небольшую пробежку до точки старта, хотя до этого я побегал 7 минут и сделал всего лишь на 2 ускорения, наверное, это было маловато. Мне кажется, все-таки это потом сыграет со мной злую шутку на самом деле. Вот. Ну а на старте, как обычно, стараюсь залезть вперед, потому что знаю, что конкуренция не очень большая. Всего стартовало около 1500 человек на всех дистанциях. Это 5 километров, 10, 21 и 42. Когда ты стартуешь уже один и тот же старт на 3-й год, уже очень много знакомых, всех видишь, кого-то не замечаешь, поэтому всем, с кем не здоровался, вдруг извиняйте. Ну все, температура поднялась, на солнышке уже где-то 13, вообще просто кайф, абсолютно кайф. Ну все хорошо, Маша бежит первую десятку. Атмосфера просто вообще кайф. Очень много кто с триатлон-клуба бежит, триатлон-клуб Будва. Махаться будешь? Раз за первый круг. 10 kilometara, 21, 42, da polako
oni startuju kasnije. Please everybody. Five. Ну а на старте я успел пообщаться с парнем, который планировал половинку бежать по 3.17, 3.18, вот он в черной кепочке около меня. Убежал вперед, я старался за ним держаться, ну, как бы, поначалу, понятно, я его отпустил. Вообще, первый отрезок примерно вот по 3.27, где-то 3.28 я старался держать, и нормально бежалось, на самом деле. Поначалу все было хорошо. Но еще важно отметить, что в целом-то кластеров здесь нет, поэтому все бегут, видите, как бы, просто толпой, можно сказать. Но зато две стороны дороги выделены для этого, это плюс. Здесь мы можем увидеть, как я уже потихонечку сел за Ваней, увидел его на 5-м километре. Обрадовался этому очень, Вань, спасибо. И пробовал вот сидеть за этими двумя парнями. Примерно по 3.30 мы бежали. Ну, первую десятку я, очевидно, сделал быстрее, чем нужно было. Ну и это сыграло со мной злую шутку. На втором участке было сильно тяжело. И в целом-то здесь я уже бегу вот уставший. Темп скача 3.35, 3.40, 3.33, где-то такое, да. Ну и видно, что я один уже отпустил Ваню, соответственно. Бегу тяжеловато, видно. По мне, конечно. Если гонку описывать в двух словах, то просто поверил в себя, а потом как бы сдулся. Вот и все. Ну, сейчас поподробнее комментарии я еще дам попозже, будет попонятнее. Ну и здесь просто уже последний рывок. Там эта девушка пробовала держаться, чуть-чуть ее попробовал провести, но и в конце просто чуть-чуть хотя бы быстрее хоть что-то выдать. Путь средний высоковат, если честно, у меня был. Но сейчас вы все данные на самом деле увидите на экране, поэтому можете посмотреть их. Я подождал немножко и поснял ребят моих, да, которые финишируют. Каждый сделал классный рывок, классный результат. Тренируемся дальше. Хочу напомнить только всем, что каждый старт — это маленькая жизнь, а в жизни не всегда все идет так, как ожидаешь. И всегда на каждом старте что-то может пойти не так, как ты хочешь, или как ты планируешь, или ожидаешь. Всегда важно это помнить и не расстраиваться от того, как все прошло, потому что это бесценный опыт, который пригодится на следующих стартах. Мне кажется, у меня за плечами больше уже 30 стартов в целом, в сумме, если не больше. Ну чё, Володь? Сдулся, стоп, сломался. Поздравляю, все равно чем? Хорош. Ну что, друзья, не все всегда получается так, как захочешь. Сегодня такой день. Час 15, что-то 20 с чем-то, да? Раскладочку приложу сейчас. Не идеально. Вообще, на самом деле, начали мы довольно бодро. Я увидел на старте Жельку. Он говорит, ну, по 3.30, 3.35. Думаю, ну ладно, встану с ним. Ну и бежим, и я понимаю, что сварю там раскладочку тоже приложу 3.26, 3.27, 3.29. Ну, смотрю, пульс 180. Ну, думаю, почему бы нет? Бежится же, бежим. Нормально вроде должно быть. Но что-то это, видимо, может слишком это, может, не знаю, на что свалить. На что свалить можно все, весь этот результат. Но факт в том, что не получилось. Первую десятку раскатил вообще хорошо, а потом что-то присел на кишке. Ну, на кишке там просто есть участок такой прямой, довольно тяжелый психологически всегда, что на марафоне, что на полумарафоне. И там что-то я присел. Встретил еще на 5-м километре Ваню Бубнову. Вань, спасибо. Вообще выручил очень сильно. Посидел я за ним, наверное, километров 15, ну, не 15, километров 10, наверное, посидел за ним, ну, так визуально. Ну, и в целом я как бы держал его в поле зрения. Но после 10-го началась просадка там. Смотрел раскладочку, да, действительно, после 10-го там началось что-то 3.40. Причем как будто бы бежишь, вроде бы тот же темп, но все равно тяжело. Возможно, потому что вначале пережал. Ну, что гадать уже, что получилось, то получилось. Наверное, комплекс. Все-таки, ну, откровенно, я после перелета работу особо и не делал. Хотя в среду или в четверг я сделал хорошую работку такую, прям там по 3.20 вообще бежалось мне. 2000 что-то по 3.22, что-то по 3.20 вообще норм было. Ну, видишь, 3.22 и бежать по 3.30, 3.29 это слишком близко. Запас слабый, запаса мало. Поэтому риск высокий. Такое. Поэтому что? В целом мне так грех жаловаться. Было бы, наверное, с моей стороны тоже, как говорил уже, нагло пробежать по личнику марафон, там, срезать 10 минут.
Потом еще сколько там, ну, порядочно с 5 километров срезать, да? Ну, это же как это... Не надо борзеть-то совсем. Спокойно, нормально, пойдет. На Боке через 6 недель, почему 6 недель? 15 декабря примерно, да, через месяц примерно буду брать реванш. И все. И там посмотрим. Может, к тому времени на велике покатаюсь, хоть похудею. Вот. Поэтому работаем, что скажешь. Работаем и идем дальше. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, пожалуйста. На канале очень много видео о стартах в Черногории и не только. Посмотрите выпуск про московский марафон, про триатлоны и вообще оставайтесь с нами и следите. Если хотите следить за тренировками, есть в Телеграме канал, в котором я каждую неделю пишу отчет о тренировочной неделе. Ссылка будет под описанием. Подписывайтесь на Инстаграм. Ну и кто хочет тренироваться триатлону и бегу в Черногории не только, приходите, пожалуйста, подопечные у меня со всего мира. Лично могу рассказать поподробнее. Всем спорт, спасибо за то, что были с нами. Мое выражение лица на этом фото говорит о том, как прошел сегодняшний старт, но мы не расстраиваемся, потому что день был прекрасен. Всем спасибо, всем пока.